Добрый день! Сегодня мы поговорим о Magic Loop, или в переводе на русский это волшебная петля. Этот способ позволяет вязать небольшие предметы по кругу, используя при этом только одну круговую спицу. Очень часто этот способ применяют для вязания носков, рукавов, варежек, шапок, а также при помощи этого способа можно связать одновременно два одинаковых предмета, например, два носка или две варежки. Описан был этот способ сравнительно недавно, только в 2002 году, и, к сожалению, мне не удалось найти оригинальное описание. Поэтому сегодня я покажу вам свой вариант способа Magic Loop. И буду очень рада, если кто-то поделится со мной оригинальным описанием. Будет интересно сравнить. Ну что, начнем? Для этого способа вы должны взять круговые спицы длиной не менее 80 сантиметров для вязания одного предмета и длиной не менее 100 сантиметров в том случае, если вы вяжете два предмета одновременно. Леска на этих спицах должна быть мягкая и гибкая. Как вы можете проверить это? Перегните леску и попробуйте сжать ее очень близко к сгибу. Вот так. Если леска сгибается, то эти спицы отлично подойдут для этого способа. Если же нет, попробуйте взять другие. Первое, что нам нужно сделать, это набрать петли. Я предлагаю набирать петли классическим способом, длинный хвост, но вы можете набирать абсолютно любым способом, который вам необходим. Количество петель должно быть на одну больше, чем необходимое вам количество. Одна петля нам понадобится для того, чтобы замкнуть наши петли в круг. Вот я набрала петли. Сейчас мы переворачиваем нашу спицу так, чтобы нить от клубка была справа, а на нас смотрели изнаночные петли, то есть изнаночная сторона нашего наборного края. Теперь сдвигаем петли на леску. И сейчас нам нужно разделить это количество петель приблизительно на 4 части. Я обычно не считаю, потому что это абсолютно не важно. Вот я разделила пополам и еще пополам. Вот в этом месте я вытаскиваю леску и тащу ее до тех пор, пока мои петли не окажутся на спице. Вот, посмотрите. А здесь у нас получилась наша волшебная петля. Теперь с другой стороны оставшееся количество петель делим примерно на 3 части. Сгибаем леску и снова вытягиваем до тех пор, пока наши петли не окажутся на спице. Вот смотрите, что у нас получилось. На нас смотрят изнаночные петли. Теперь мы складываем вот так и вот так. Здесь у нас тоже получилась волшебная петля. И первое, что мы должны сделать, это замкнуть наши петли в круг.
Для этого мы снимаем первую петлю и набрасываем на нее вторую. Тянем за ниточку и хорошо ее подтягиваем. Все, мы замкнули наши петли в круг. Можете здесь повесить маркер, если вам необходимо знать, где начало ряда. И теперь мы вяжем до конца спицы. В данном случае я провязываю петли лицевыми. Вы можете провязывать их как угодно. Смотрите, что я делаю сейчас. Отпускаю эту спицу. Вот моя нить. Переворачиваю и протягиваю спицу так, чтобы все петли оказались на ней. Вот нить. А эту спицу, которая теперь находится дальше от меня, я вытаскиваю. Теперь смотрите, как я поступаю, когда начинаю вязать первую петлю. Обычно я придерживаю пальцем леску и последнюю петлю, которая находится на дальней спице. Спица у меня всегда над леской. Вот так. И теперь я провязываю петли с той спицы, которая находится ближе ко мне. Вяжу все петли до конца. Довязываю последнюю. И теперь поступаю так же. Спицу, которая у меня находится в левой руке, я просто отпускаю, переворачиваю и проталкиваю леску так, чтобы все петли оказались на спице. Снова у меня нить сзади, и эту спицу я вытаскиваю. Давайте я, может быть, подальше покажу, как я держу спицу. Вот смотрите, у меня леска огибает мою ладонь. Я придерживаю пальцем первую петлю. Спица у меня спереди. И я начинаю вязать петли, которые находятся на спице ближе ко мне. Вот таким образом мы все время создаем волшебную петлю и вяжем половину нашего изделия. Вот так. Теперь я хочу показать один способ, которым, если честно, я всегда пользуюсь. Это как сделать вот эти вот стыки незаметными. Дело в том, что когда вы вытаскиваете спицу, у вас вот эти петли последние находятся уже не на спице, а на леске. А диаметр лески у нас намного меньше. И очень часто получается так, что вот эти петли крайние будут очень стянуты. Чтобы этого избежать, можно всегда смещать начало ряда. Как я это делаю? Я провязываю все петли на передней спице, той, которая находится ближе ко мне, не довязывая
2 или 3 петли до конца. Теперь смотрите, спицу, которая у нас слева, мы вытаскиваем. И вот эти 2 петли, которые мы не довязали, у нас присоединяются к тем петлям, которые находятся сзади. Дальше мы снова разворачиваем работу и поступаем так же, как мы поступали и всегда. Проталкиваем спицу, а эту вытаскиваем. Снова делаем нашу волшебную петлю, придерживаем пальцем и провязываем спицы провязываем петли, которые у нас находятся на спице, которая ближе к нам, и снова не довязываем 2 петли. Вытягиваем спицу и присоединяем эти 2 петли к задним. Таким образом, у нас место стыка все время будет смещаться на 2 петли, и, соответственно, оно будет совершенно незаметно. И еще один совет. Если вам нужно делать убавки или прибавки в вашем изделии, старайтесь делать их всегда где-то посередине спицы. Не делайте их в начале или в конце. Во-первых, это неудобно, а во-вторых, это будет выглядеть не очень хорошо. Разметьте маркерами те места, которые вам нужно убавлять, например, и пусть они приходятся на середину спицы. Тогда смотрите, вот вы вяжете, и вот здесь вам нужно провязать, например, 2 петли вместе. Провязать здесь 2 петли вместе намного проще, чем в начале или в конце ряда. И дальше продолжаете. В случае, если ваши убавки, например, приходятся на начало ряда или на конец, вы можете сместить начало ряда так, чтобы они оказались в середине, ну или хотя бы там через пару петель от начала. Давайте рассмотрим случай, когда вам нужно вязать 2 изделия одновременно. Нужно набрать на спицы необходимое количество петель для первого изделия, причем в этом случае вам не нужна дополнительная петля, потому что замкнуть изделие в круг с дополнительной петлей у вас не получится. Во всяком случае, я пока не придумала такой способ. Набрали для одного изделия, сдвинули. Теперь берем другую нить от другого клубка и набираем такое же количество петель для другого изделия. Напоминаю, без дополнительной петли. Вот так. Теперь переворачиваем спицу так, чтобы нити от клубка были с правой стороны изделий, а на нас смотрели изнаночные петли. Сдвигаем на леску наши изделия. И теперь мы должны вытащить леску примерно посередине наших набранных петель. Вот так. То есть мы, получается, перегибаем наше изделие пополам. Вот это наша первая. И с другой стороны мы поступаем аналогично. Находим приблизительно половину и вытаскиваем в этом месте леску. Протягиваем ее до тех пор, пока
все петли не окажутся на спице. Вот так, смотрите. Изнанка пока смотрит к нам. Теперь мы поворачиваем так, чтобы на нас смотрели лицевые петли. Начинаем вязать с изделия, которое находится слева от нас. Для этого мы берем нашу нить. Обратите внимание, она у нас идет спереди. И просто начинаем вязать сразу необходимым узором. У нас не будет дополнительной петли для замыкания. Провязываем все петли до конца. Вот так. Отпускаем спицу, переворачиваем. Протягиваем тросик так, чтобы все петли у нас оказались на спице. А эту петлю вытаскиваем. Продолжаем вязать. В данном случае я вяжу лицевой гладью. Вы можете вязать любым способом. Все, и довязываем до конца. Вот смотрите, вот у нас первое изделие. Теперь мы отпускаем эту нить. Что делаем дальше? Складываем эти петли так, чтобы изнаночные находились внутри, а лицевые сверху. Смотрите внимательно, чтобы они не перекрутились. Берем нить и забрасываем ее вверх. И тоже вяжем до конца ряда. Вот так. Довязали. Вот у нас получились на спицах два изделия. Они вяжутся независимо друг от друга своими нитями. Теперь мы опять отпускаем спицу, переворачиваем. И дальше мы поступаем так же, как мы поступали и в случае с одним изделием. Мы проталкиваем спицу, вытаскиваем эту и продолжаем вязать. Когда мы довяжем до конца, мы снова будем вязать второе наше изделие своей нитью. Вот довязали до конца и подтягиваем петли. Смотрите здесь внимательно, чтобы нити не попутать. Это у нас от этого, а это от этого. Нить всегда берем спереди. Ну и все, и так продолжаем до конца вязать. Кончики, которые у нас остались, потом вы просто закрепите. Ну вот и все. Я думаю, я рассказала все про Magic Club. До свидания. Вяжите с удовольствием.